Всем привет, это канал о домашних животных, и сегодня поговорим с вами про алабая. Желание завести собаку ставит перед человеком много вопросов, начиная от породы питомца и заканчивая условиями его содержания. Если вы решили завести алабай, то прежде чем окончательно определиться, нужно узнать о его положительных и отрицательных сторонах, чтобы избежать проблем в будущем. Алабай или среднеазиатская овчарка – настоящий волкодав среди собак-сородичей. Рост кобеля в холке в среднем составляет 75 см, а вес 80 кг. Тело собаки при всех его габаритах отличается пропорциональностью и гармоничностью. Развитие породы на протяжении тысячелетий сформировало у алабаев объемную мускулатуру, крепкие челюсти, тяжелые лапы и свободолюбивый характер. Несмотря на такое описание, эти собаки не столько пугают, сколько восхищают своей стойкостью и уверенным видом. Эта порода отличается бойцовскими качествами, поэтому народы Азии используют ее для охраны домашнего скота и охоты. В других странах, в том числе и России, алабаи часто привлекают к охране и караульной службе. В семье при должном подходе и воспитании собака станет отличным другом и защитником. Основные окрасы: рыжий, тигровый, серый, черный и палевый. Коричневая и голубая шерсть разводчиками не котируется. Каждая порода в той или иной степени имеет плюсы и минусы в характере, здоровье и содержании. Будущий хозяин алабая может опираться в своем выборе на следующие положительные качества. Алабаи отличные сторожи. Если вы живете в частном доме и хотите завести надежного охранника или выбираете породу для подобной службы на работе, то алабай один из лучших вариантов для этого. Собака территориальная. Защищая пространство своего хозяина, она будет терпимо относиться к людям и сородичам за его пределами. Однако только на природные задатки полагаться не стоит. Необходимо постоянно выгуливать алабая вне двора и в разных местах. Если местом обитания собаки станет квартира, то ее реакция сторожа может пригодиться во время прогулок. Завидев рядом с вами алабая, незнакомец не осмелится подойти слишком близко, а дерзких негодяев питомец может быстро остановить. Гармоничная внешность. Мощь и статность алабая выражается в красоте его экстерьера. Широкая спина, прямые мускулистые конечности с округлыми лапами, толстый хвост, выразительные глаза. Любители эстетики будут рады стать хозяином такой собаки. Крепкий иммунитет. Алабай аборигенная порода и, в отличие от искусственно выведенных, характеризуется хорошим здоровьем и минимум врожденных болезней. Самый уязвимый возраст от 3 месяцев до 2,5 лет. Щенки и подростки до полного взросления могут заразиться вирусами, поэтому их иммунитет требует особого внимания со стороны хозяина. Неприхотливость в содержании. Эта порода требует минимум ухода, однако несколько правил хозяину придется выполнять систематически. Алабаю необходимы длительные прогулки и физическая нагрузка, вычесывание шерсти, чистка ушей и зубов, сбалансированное и разнообразное питание 2 раза в день. Любовь к младшим. Алабаи часто относятся с особым трепетом и заботой к детям, щенкам, кошкам и другим животным. Собаки терпеливы к играм малышей, могут подставить спину и помочь ребенку в первых шагах. Но злоупотреблять этим не стоит. Дети должны знать границу, чтобы избежать резких движений питомца или воспитательного легкого укуса. Будьте внимательны к питомцам и грызунам, и у них иное отношение, так как собаки по природе считают их добычей. Минусов у породы алабай гораздо меньше, чем плюсов, но будущему владельцу стоит отнестись к ним очень внимательно. Независимый характер. Алабай будет любить и уважать своего хозяина, его семью и ближайшее окружение, охранять дом и двор и присматривать за детьми. Но при этом собака вряд ли сможет быть послушной абсолютно во всем. Ее положительные качества сформированы природой и являются частью ее характера. При этом привить ей какие-то несвойственные навыки или отношения просто невозможно. Сложность дрессировки. Питомца будет очень трудно обучить командам и новым умениям. Это никак не связано с их интеллектом. Алабаи очень умные, однако их характер не позволяет поддаваться дрессировке. Некоторых молодых собак до 1,5 лет можно приучить реагировать на классические «нельзя», «сидеть», «ко мне», «лежать». Сделать это быстрее помогут специальные курсы дрессировки. В старшем возрасте алабай будет проявлять свой свободолюбивый нрав и перестанет быстро обучаться. Агрессивность. Некоторым представителям породы необходим постоянный контроль, так как в крови у них заложена склонность к агрессивным реакциям.
Как минимум, питомец всегда будет подозрителен и недоверчив к незнакомцам и другим собакам. Резкие слова и движения могут стать сигналом к атаке, поэтому вне дома собаку нужно держать на поводке. Сдержать гнев помогут отточенные команды «сидеть» или «нельзя». Проблемы опорно-двигательного аппарата. Несмотря на крепкое здоровье, с возрастом у алабая могут появиться заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Избежать проблем помогут система тренировок и постоянный длительный выгул. С особым вниманием нужно отнестись к режиму питания. Питомец может быть склонен к полноте. Из-за лишнего веса позвоночник и конечности будут перегружены, что приведет к артриту или артрозу. Укрепить кости и суставы помогут корма с кальцием, магнием, фосфором и витамины, которые следует принимать после консультации со специалистом. Трудности содержания в квартире. Огромному алабаю будет сложно жить в квартире, и даже частые прогулки не скрасят обитание в замкнутом пространстве. В идеале эту породу нужно заводить при наличии частного дома, где собака сможет жить во дворе с будкой или в просторном вольере. Выбрать алабая в качестве домашнего питомца – отличная идея как для собаководов, так и для тех, кто впервые будет владельцем такого животного. Эта порода красива, крепка и проста в уходе. Иногда переградами к пониманию между хозяином и алабаем может стать своеобразный характер, но при должном подходе негативных ситуаций можно избежать. Перед принятием окончательного решения обязательно нужно взвесить за и против. Готовы ли вы справиться со случаями агрессии, обеспечить условия жизни и заняться длительной и трудной дрессировкой, и тщательно следить за рационом? Если ваш ответ «да», то можете смело заводить эту собаку.